Написали по нашему руководству Spring Security и не поняли, что вы написали, как оно работает. Сейчас я все объясню. Естественно, этот ролик будет чисто теоретическим, то есть здесь не будет написания кода, каких-то дополнений по написанию кода, да, у нас будет чисто разбор того кода, который мы написали в предыдущем ролике по Spring Security с JWT токенами. Ну, приступим. И первое, что мы разберем, это JWT сервис. Поставили мы аннотацию компонент сюда, потому что аннотация компонент указывает на то, что этот класс является компонентом Spring, который будет зарегистрирован в контексте приложения. Spring будет управлять его жизненным циклом и инъекциями зависимостей. Дальше у нас идет логгер для записи логов, что очень полезно для отладки и мониторинга работы приложения. На 21 у нас происходит инъекция значения перемены JWT Secret, а JWT Secret хранит в себе секретный ключ, который используется для подписания JWT. Подробно, как оно было использовано и на каком этапе было подписание, вы можете также посмотреть вот по этой подсказке в этом ролике. Там все-таки теоретическая часть небольшая, но была. Перейдем дальше. У нас идет GenerateAllsToken. Этот метод, который создает JWT токен и refresh токен во время нашей авторизации как раз таки, о чем мы тоже говорили. То есть JWT токен, с которым мы будем гулять по эндпоинтам, и refresh токен для того, чтобы мы могли обновить наш основной токен. Потому что, например, как у нас настроено здесь, он будет действовать минуту, ну, а допустим, он будет действовать, ну, не знаю, часов 5, допустим, да, а refresh токен будет действовать 1 день. И, соответственно, нам не нужно будет авторизовываться, и мы будем спокойно использовать именно JWT токен и refresh токен для того, чтобы нам ходить по эндпоинтам. И вот как раз-таки для обновления основного токена написан этот метод refresh base token. Здесь мы не генерируем refresh токен, мы всего лишь обновляем основной токен. То есть как раз-таки refresh base токен, обновить базовый токен. И тут в названии все как бы очевидно, get email from token. Он берет email из токена. В JWT email обычно хранится в поле subject. Для этого мы используем библиотеку JWTS, библиотека, которая декодирует и проверяет токен с использованием секретного ключа. Дальше у нас метод, который проверяет валидность JWT токена. Если токен корректен и не истек, метод возвращает, естественно, true. В противном случае он ловит соответствующий exception и записывает ошибку в лог, возвращая false. Теперь переходим к приватным методам, которые мы здесь написали. Этот метод генерирует базовый JWT токен по email. Для создания токена опять-таки используется библиотека JWTS, которая подписывает токен с использованием секретного ключа. И вот, кстати, subject, о чем мы здесь и говорили, как мы доставали email из токена. Здесь мы его записываем, а здесь мы его извлекаем. Generate refresh токен, по сути, то же самое, просто здесь мы ставим, например, срок годности этого токена чуть больше, и он у нас является refresh токеном. Вот и вся разница. И самое, наверное, интересное, а может быть и не очень, getSyncInK. Этот метод возвращает ключ для подписи JWT, декодируя значение перемены JWT Secret, то, что мы выше вводили, из формата base64 и создавая ключ с помощью алгоритма HMAC. Соответственно, мы можем сюда провалиться и все здесь прочитать. Так что, если вам какой-то теоретической части даже здесь уже будет не хватать, напишите код или скопируйте с репозитория. Ссылка также будет в описании, она и в прошлом есть в описании. Скачать себе, поставить и, соответственно, походить по документации, почитать также. Перейдем, пожалуй, в Custom User Service Impl. У нас Implemented User Details Service. Это у нас Spring Framework Security. Итак, если мы провалимся в этот интерфейс, мы увидим, что у него есть только один метод. Опять-таки, все в документации написано. Скачивайте, читайте. Соответственно, user repository я не буду объяснять. Если вы уже писали Spring приложение, вы прекрасно понимаете, для чего нужен user repository, для чего нужен сервис и для чего нужен required args constructor. Итак, метод loadUser by username. Этот метод принимает в себя username, то есть это либо email, либо логин. Соответственно, он пытается его найти в базе данных. Если он его находит,
все хорошо, он его мапит, да, custom user details, и все хорошо, и возвращает. Если он не нашел, он выкидывает exception с тем, что он не нашел такого юзера. Все, здесь все понятно. Тоже такое custom user details. Переходим. Custom user details — это record класс. Record класс в Java — это специальный тип класса, предназначенный для хранения неизменяемых данных. Record классы автоматически генерируют конструкторы, методы, equals hashcode to string, а также геттеры для полей. Они обеспечивают более лаконичный и удобный способ создания классов, чья основная задача — хранение данных. Когда мы пишем public record custom user details, здесь мы указываем, какой объект будет содержать этот класс, то есть какой объект он будет хранить в себе, record класс. В данном конкретном случае это объект user, у которого есть логин, пароль, там, не знаю, дата рождения, скорее всего, и так далее. Но здесь конкретно мы прописываем логику get password, get username. Если нам, условно говоря, нужны какие-то authorities, да, тогда нам нужно продумать систему ролей. Так как у меня не было никакой системы ролей, я ее, естественно, не ставил, потому что, для базового этого не требовалось. Но если вы изучите документацию, да и в принципе здесь не так на самом деле сложно ее реализовать, если прям нужно будет и у вас не получается, пишите в комментарии, я разберу, как сделать уже с ролями. Здесь, я думаю, все понятно. Get password, get username is account non-expired. Проверяет, не истек ли срок действия учетной записи пользователя, так как у нас сейчас он по умолчанию возвращает, что он не истек. А здесь non-locked, соответственно, не заблокирована ли учетная запись. Он у нас не заблокирован, соответственно. Если мы хотим каким-то образом здесь прописать эту логику, нам просто нужно добавить соответствующие поля в класс user, и все, по большей части. Он здесь будет проверять, и мы за счет этого также можем потом проверять, что это за юзер. Если он там заблокирован, мы просто его не будем пускать. Мы можем ему вывести персональное сообщение о том, что извините, ваша учетная запись заблокирована. Это так, пример. Is credentials non-expired. Проверяет, не истек ли срок действия учетных данных, например, пароля. Такое тоже может быть, и вы, опять-таки, просто добавьте соответствующие поля. Is enable проверяет, активен ли пользователь. То есть, если это вам каким-то образом нужно в приложении, тогда спокойно добавляйте эти поля. И здесь просто прописываете логику, как оно работает. А как оно будет работать? Оно просто будет доставаться из объекта юзера. Все. То есть, как было сделано с паролем, то же самое сделайте здесь. Итак, следующее. Перейдем в GWT фильтр, потому что мы разобрали Custom User Service Simple и GWT сервис. Теперь перейдем в GWT фильтр. Опять-таки, я не буду разбирать аннотации, потому что я предполагаю, что вы их знаете, но если прям нужно будет, выпустим отдельный ролик по Spring даже, если прям очень нужно. У нас GWT фильтр экстендится от Once Per Request фильтр. Что же такое One Per Request фильтр? Это базовый класс для фильтров Spring Security, который должен выполняться один раз для каждого запроса. Это гарантирует, что фильтр будет обработан только один раз, независимо от того, сколько внутренних запросов может пройти в ходе обработки основного запроса. Do filter internal. Get token from request, я думаю, вы понимаете, берет токен из request. Мы попозже разберем этот метод. Проверка токена. Если токен существует и успешно проходит проверку на валидность с помощью GWT сервис Validate GWT токен, фильтр извлекает информацию о пользователе из токена и устанавливает ее в контексте безопасности Spring. То есть у нас вот этот метод set custom user details to security context holder, оно как бы устанавливает как раз таки контекст security. А дальше что у нас происходит? Filter chain, do filter, request response. Передает управление следующему фильтру в цепочке. Если токен не валиден или отсутствует, запрос просто передается дальше по цепочке, и обработка аутентификации не происходит. Дальше у нас set custom user details to security context holder. Вот этот я не буду метод объяснять, тут понятно, мы получаем опять-таки из токена email. Здесь мы берем пользовательские данные из базы данных, находим по email или по юзернейму, это как вам угодно, как вам нужно. В данном конкретном случае я использую email.
Дальше мы создаем объект аутентификации с использованием загруженных данных пользователя. Этот объект хранит в себе информацию о текущей аутентификации и правах доступа пользователя. И дальше мы устанавливаем аутентификацию в контекст безопасности. Security context holder get context set authentication устанавливает созданный объект аутентификации в текущий контекст безопасности Spring. После этого информация о пользователе будет доступна во всем приложении. Метод getTokenFromRequest. Этот метод извлекает JWT-токен из заголовка Authorization в HTTP-запросе. Если заголовок присутствует и начинается с bearer, то возвращается сам токен, удаляя bearer. Если токен отсутствует или заголовок не соответствует ожидаемому формату, то возвращает null. Итак, переходим к следующему классу Security Config. Enable Web Security. Эта аннотация включает веб-безопасность в приложении и позволяет нам настраивать компоненты Spring Security. Enable Method Security включает поддержку безопасности методов для управления доступом на уровне отдельных методов. Дальше здесь мы используем JWT-фильтр, я думаю, это и так понятно прекрасно. Итак, метод Security Filter Chain. Этот метод нужен по факту для настройки как раз-таки доступа. Проще говоря, здесь мы настраиваем, куда пользователь может зайти, куда пользователь зайти не может. Тут также будут настраиваться роли. Опять-таки, если у вас будет проблема с настройкой ролей в Spring Security, напишите об этом в комментарии, мы разберемся. По крайней мере, постараемся. Что же мы делаем здесь? HTTP Basic, Abstract HTTP Configure, Disable. Мы отключаем базовую аутентификацию, так как мы используем JWT для аутентификации вместо сессий и куки. CSRF Abstract HTTP Configure Disable. Здесь мы отключаем защиту от межсайтовой подделки запросов, поскольку она не требуется при использовании JWT. Authorize HTTP Requests. Здесь мы определяем правила авторизации для различных эндпоинтов. К примеру, мы говорим, что для эндпоинтов User Registration и AUTH, и все остальные, которые идут после AUTH, мы разрешаем неаутентифицированным пользователям доступ к этим эндпоинтам, а ко всем остальным эндпоинтам мы требуем аутентификацию. Что же происходит на этой строке? Здесь мы устанавливаем политику управления сессиями как без состояния. Это означает, что сессии не будут использоваться и каждый запрос будет обрабатываться независимо, что типично для приложений, использующих JWT. Add filter before. Я думаю, вы уже понимаете, что мы здесь делаем. Мы добавляем наш JWT-фильтр до этого фильтра. Username, Password, Authentication, Filter, класс. Это фильтр Spring Security, и нам нужно, чтобы данные проходили через наш фильтр раньше, чем он пройдет через фильтр Username, Password, Authentication, Filter. http.build завершает конфигурацию и создает объект Security Filter Chain. А здесь мы создаем экземпляр bcrypt Password Encoder, который используется для хэширования паролей. В данном случае сила хэширования у нас установлена на 4, что означает умеренный уровень сложности хэширования. Причем, если мы провалимся в bcrypt Password Encoder, и мы увидим, что дефолтное значение это 10, то есть оно еще более сильное, но нам это не нужно, поэтому мы ставили 4. Это умеренная сила хэширования пароля. Я думаю, на этом все, потому что, в принципе, здесь уже понятно, как оно работает. Я показывал, как оно работает через Postman. Надеюсь, было интересно, надеюсь, стало более понятно, что мы здесь написали. Если вы увидели, что я что-то пропустил, или вам что-то еще больше непонятно, напишите об этом в комментарии, мы это разберем. Либо загуглите, либо почитайте документацию, это тоже может помочь. Это очень полезный навык. Если вы откроете для себя чтение документации, это будет вообще супер. Всем спасибо за внимание. Всем пока.